Уличная печь своими руками. Здравствуйте. Если быть честным, то это не совсем печь, хотя в ней тоже можно запекать и даже коптить. Это всего лишь мой мангал из кирпича, адаптированный под приготовление еды в посуде. Все, что я сегодня сделал, это положил поверх мангала чугунную двухконфорочную плиту. Эта плита у меня осталась после реконструкции отопительной печи. Если интересно, то видео и про кирпичный мангал, и про отопительную печь есть на канале. В данном случае размер и материал мангала не имеет абсолютно никакого значения. Габариты плиты тоже. Это лишь наглядный пример совместимости разных по габаритам предметов. Получилось условно два отверстия, через которые можно закладывать дрова. Слева оно образовалось потому, что мангал немного шире, чем варочная плита. Справа открытая вторая конфорка. В моем случае дым выходит через оба этих отверстия. Если подобное задымление для вас неприемлемо, то можно организовать выход дымовых газов через одно из отверстий. Проще всего поверх открытой конфорки добавить отрезок вертикальной трубы для выхода дыма, а закладывать дрова через свободное отверстие. Чем выше труба, тем больше будет разница давлений или тяга. Пробуйте. Иногда даже старое ведро без дна в роли такой трубы может существенно упорядочить движение дыма. Если бы у меня оказалось, что чугунная плита полностью перекрывала габариты мангала, то отверстие для загрузки дров я бы сделал в боковой стенке, вынув один из кирпичей. Как видите, можно существенно улучшить эксплуатационные качества данной уличной печи, но я намеренно показываю, что и так все прекрасно работает. Примерно 20-30 минут прогревается плита и можно начинать готовить. Если снять кольца с рабочей конфорки, то посуда будет прогреваться гораздо быстрее. Но открытое пламя мгновенно закоптит мою сковороду, а я не хочу ее потом отмывать. Именно по этой причине я не сильно люблю уличные ракетные печи или иные очаги с открытым огнем. Если кольца на конфорке и убирать, то только тогда, когда останутся одни угли. Тогда посуда будет оставаться чистой снаружи. В подобные отверстия конфорок после полного прогорания дров наши бабушки опускали чугунки специальной формы и томили в них различные блюда. Напомню, что у меня в печи 27 кирпичей и чугунная плита весом 15 кг. После прекращения огня данная теплоемкая конструкция очень медленно остывает и продолжает готовить еще 1-2 часа. Поэтому для экономии топлива дрова нужно прекращать подбрасывать заблаговременно. Сегодня на приготовление ушло 2 полена, но я еще только учусь. Благодарю за внимание.